Всем привет! Это канал Ауникири, меня зовут Юля. В этом видео я покажу все, что связала за эту неделю. И в конце видео расскажу, как мы с котиком съездили к кардиологу. Приятного вам просмотра! Связала вот такие вот пончики. В этот раз я решила их украсить по-разному. Этот вот такой вот нежный, нежно-голубой, с такой тоже нежной посыпкой. Этот вот такой в таких помпончиках. Тоже такой смешной получился, но тоже яркий и необычный. Вот такой вот. Думаю, этот нежно-розовый цвет, а этот ярко-розовая посыпка. Тоже такой удивленный и чудной. И попробовала, у меня была идея еще сделать в таком варианте. То есть присыпка бывает разная, я знаю, бывает там и блестяшки, и звездочки, и там что угодно. Сейчас столько разных присыпок делают, украшений кондитерских. И я решила использовать вот эти вот кружочки от глазок в виде присыпки. И смотрится довольно-таки ярко и необычно. И тоже классно подходит пончикам. Конечно, камера чуть-чуть неправильно передает цвет. Вот цвет этого пончика такой прям персиковый, красивый, яркий цвет. Но, к сожалению, он не передается. Вот, связала 5 таких пончиков удивленных. Вяжу их по бесплатному мастер-классу от Always Knight от Юли. Мастер-класс бесплатный в текстовом формате можно найти у нее на страничке или еще где-то. Но я нашла у нее на страничке. Вот и такие классные пончики получаются. Уже давно их вяжу, и они мне очень нравятся. Потому что, мне кажется, идеальное сочетание вот этих перепуганных глаз и вот этого отверстия, которое мне напоминает рот. Вот я их вижу, эти пончики, как будто перепуганный пончик, как будто его хотят съесть. И он кричит: «Не ешь меня!» Ну, вот эта дырочка, как рот открытый, перепуганный. Это ж так и задумано, наверное, я так подумала изначально. Или, может, только я их так вижу? А как вы видите этот пончик? Просто как глазки? Или все-таки это считается ротиком? Не знаю. В общем, я их всегда видела так. А также к ним я буду отправлять еще вот этих 5 пончиков. Просто покажу вам расцветки, чтобы вдруг кому-то пригодится для вдохновения. Вот и 10 таких разных пончиков поедут к хозяйке. Кстати, да, в прошлый раз, видите, вязала их где-то несколько месяцев назад, и получились они поменьше. Видите? Ну, ничего. Какие-то будут поменьше, какие-то побольше. Но в любом случае, они примерно все одинаковые. И яркие, прикольные, удивленные. Боже, ну, чудо какое-то. И такие как будто кричат: «О, о!» И все кричат «О!». Могу измерить рост. Ну, видите, из одной и той же нитки может получиться чуть-чуть меньше или чуть-чуть больше, смотря у кого и как, и когда. Вот, самый маленький у меня получается 5,5 сантиметров диаметром. А вот который недавно я связала, вот 6, то есть на сантиметр больше. Ну, вот ориентируйтесь на эту длину. Около 5-6 сантиметров в длину получается. Хотела оставить на сладкое, но мне уже не терпится показать вам этих лопатулечек. И покажу их сейчас. Вот такие вот красотки. Я вам показывала ушки, лапки и лапки. И вот я их наконец-таки всех связала. И сейчас покажу всех 4 зайк. Все получились разные, все яркие и все мне нравятся.
Не обязательно они там какие-то овощи или ягоды. Они у меня просто вот просто в образе. А в каком это уже может додумать сам покупатель, допустим. Это пусть будет цветочком или чем-то таким, похожим на цветочек. Вязала их по мастер-классу от Владлены, плюшики Милард. Ссылку на ее канал я оставлю вам в закрепленном комментарии, если вдруг вы захотите приобрести такой мастер-класс. Они замечательные, зайки выходят, вяжутся очень легко. Просто все ввязывается, только ушки пришиваются, но там их очень легко пришить, и нет с этим проблем. Показываю следующего. Вот такая красотка. Тоже милашка. Кстати, глазки под цвет вот этого тела. Тут желтые глазки в сочетании с розовым бантиком и розовой вот этой вот воротничком. А тут у меня красных глазок не было, потому я розовые глазки поставила, такие прям малиновые. И вот она у меня клубничка. Вот она уже точно в образе клубничка. Клубнички тут уже сложно что-то другое представить, если это клубничка или земляничка можно. Вот, и прицепила еще и вот резинка у меня такая была. Тоже подходит идеально для образа. И использовала вот эту пряжу, которую я вам показывала. Купила новую от Воланса, новый цвет. Ой, как мне этот цвет нравится. Я не могу. Он такой красивый. Может быть, на видео он не так смотрится ярко, но вот очень классный и привлекает внимание. И классно смотрится в сочетании с красным и с остальными другими цветами. Что я не налюбуюсь. Мне аж жалко отдавать, если честно, этих зайков. Мне они так понравились, такие милашулечки. Кстати, насчет вот этой серой. Я сначала ее просто связала, но оформила. Сначала я вязала тело, а воротничок я уже потом вывязывала и придумала, с каким цветом мне это скомбинировать. И у меня изначально мысли не было, это все у меня рождается после того, как я подберу цвет тела. Сначала просто я подумала, что серый будет хорошо сочетаться с вот таким вот ярким желтым, вот темно-серый. А потом уже думала, а с каким будет сочетаться уже, ну, какой цвет будет хорошо смотреться с вот этим желтым. И решила добавить ярко-розовый вот такой тоже неоновый воротничок. Он тоже не сильно передается камерой, но неважно. Я связала, полностью его оформила, все. Но мне чего-то не хватало. Вот мне казалось, что какое-то что-то тут мне на мордочке, хотелось чего-то добавить. Если я бы вывязала, не вывязала, а вышила просто бровки черным, вот тут вот, ну, возможно, это что-то добавило, но мне казалось, что не хватает чего-то белого. И я решила сделать вот такие вот бровки белыми. И мне показалось, что смотрится очень мило, и мне понравился такой вариант. Это вторая зайка. Ставила им глазки 16 миллиметров, а носик 6 на 8. 6 на 8. Тоже прелесть. Это молочный Воланс Bunny Baby, а белый, ну, белый уже не знаю какой. А тут вот этот темно-серый, это Розетти. И тоже довольно-таки плотная ниточка. А желтый Воланс Bunny Baby. А вот этот вот ярко-розовый это Лавита. Лавита, неоновый. Так, идем дальше. И еще двух сейчас покажу. Красоток это вообще. У меня, конечно, все любимые, но эти прям вообще мне впали в душу. Не знаю, сразу всех двух показать. Нет, по одной все-таки покажу. А может сразу двух. Нет, одной. Вот. Вот такая лапочка. Боже, ну прелесть. Кстати, это тоже новый цвет от Воланс. Вот этот вот необычный, такой бежевый, очень классный цвет. Камера, как всегда, чуть-чуть врет. Он без желтизны, но он более холодный, в общем. Чуть-чуть оно желтит. Но очень, мне нравится очень сочетание с вот этим небесно-голубым.
и вот этим вот воротничком, который я придумала. И она у меня в образе кого? Кексика. Я сначала, в общем, как дело было. Связала я зайчика. Тело у меня уже было сразу подобрано, потому что мне показалось, вот этот голубой цвет сочетается с цветом тела хорошо. А также поставила глазки сразу под цвет тела, вот такие голубые. Все связала, а дальше уже прикрепила вот такую резиночку под цвет вот этого тела. И думаю, это будет зайка-кексик. Все. И я сделала ей такой воротничок, как будто это такой, как крем. Ну, может, это, конечно, только в моей фантазии. Может, для кого-то это такой, как цветочек. Кстати, они все съемные, эти воротнички, у всех. Можно их снять, допустим, и поменять, но нежелательно. Но это у меня получается в образе кексика. Вот я так задумала. И мне так кажется, ну такая прелесть, боже, мне так нравится это сочетание цветов, вот это нежно-голубой, нежно-розовый и нежно-желтый, и в таком сочетании цвета, ну просто прелесть, очень нежная получилась. Заюшечка, боже, куда мы едем? И последняя, это тоже моя любимица, прям вообще. Вот эта прелесть, на ней я прям вот отыграла свою фантазию. Мне очень хотелось связать именно зайчика вот с сердечками. И я подумала, тут, конечно, вот этот цвет, он нежно-розовый, у вас какой-то он как-то грязный, что ли, но он не такой, он просто светло-нежно-розовый, но он не в холодный розовый, а ближе в теплый розовый, ближе к персику, в общем. Вот, и я вышила такие молочные сердечки везде. И думаю, еще на ушках вышью сердечки, но цветом вот этого пузика, цветом тела, как бы одежки или костюмчика. И вот такая заюшечка получилась, такая нежная. Вот я ей решила не воротничок добавлять, так как он бы, ну, мне показалось, что воротничок будет смотреться ну, слишком уже наляписто, так как тут уже есть интересный момент с вышивкой сердечек. И как бы, если еще воротничок, то было бы слишком. И потому я добавила вот такой вот нежный бантик из ленточки. Тоже вот такой вот бантик. Тоже его можно вот или на сторону, или вообще назад, если кому-то захочется. Но у меня он вот тут вот спереди. И такая нежная малышка в молочном цвете и нежно-розовые глазки. Такая прелесть. Я так их полюбила, прям не могу. Вот этих особенно двух, но еще вот эту ягодную, ну прям люблю их очень-очень. Такие красоточки. Очень, ну не знаю, вот когда меня не ограничивают в фантазии, мне не дают какие-то задания в каких-то ограниченных цветах вязать. Или там вяжите только в том цвете, и в том не вяжите. Или там ну, не ограничивают, в общем, мою фантазию, то я очень радуюсь, когда вяжу. И у меня разыгрывается фантазия на максимум. И как бы я это делаю с большим удовольствием, с большим энтузиазмом. И мне кажется, игрушки получаются лучше. Ну, может, просто это потому, что они мне больше нравятся, потому что я их так увидела и связала, как мне захотелось. Но не знаю. Ну вот я очень люблю такие заказы, там, где не ограничивают меня в каких-то цветах, а я вяжу то, что я чувствую. Вот. Зайки получается вот 13,5 где-то. 13,5-14 сантиметров без ушек. С ушками где-то 19,5-20 сантиметров. Ну, просто прелесть. Обожаю этих заек. Вяжется легко. Я бы еще
вязала их и вязала, и всех бы разных сделала. Но, конечно, не знаю, может, уже это как бы заезженный товар зайки. Но мне кажется, зайки всегда всем нравятся. И пока что не перестают быть популярными, так как они очень милые. И еще мне нравится, что у них вот так вот ушки торчком. Ну, просто вязать их одно удовольствие. Единственное, я чуть-чуть переделала мордочку, и мордочку вывязываю на ряд ниже, чем в мастер-классе. И еще в теле один ряд добавляю. И все. Остальное все как по мастер-классу, все у меня совпадает. И ножки ввязываются там, где по схеме, и все остальное. Ну, просто прелесть, прелестная. Кстати, у всех у них вот белые мордочки. Даже у вот этой вот молочной я все равно сделала белую вот эту вот часть. Думаю, ее не сильно видно, но я хотела на всех зайках сохранять эту традицию. Кстати, буду отправлять 5 вот этих 4 и еще одну, которую я вам показывала. Вдруг кто-то пропустил это видео, я еще вот такую вот вязала. И вот все 5 поедут к заказчице и, надеюсь, найдут своих покупателей. Такие все красотки, все разные, но все по-своему красивые. Вот напишите, а какая вам нравится больше всего? Просто мне интересно, совпадают у нас с вами вкусы или нет. Сейчас вот так я вот их складу, чтобы сделать заставку для видео красивую. Еще раз повторюсь, этот мастер-класс платный от Владлены. Ссылку на ее канал я оставлю в закрепленном комментарии. Дальше связала вот таких вот маленьких чудных коал. Такие смешные получились миложулечки с пушистыми ушками, такими глазками и носиком. Шею украсила вот этой вот ленточкой из листиков. И вот такая маленькая коалочка получилась. Вязала ее из пряжи Alize Softy Plus, потому она такая мягенькая и прям, ну как чуть-чуть пушистенькая, лохматенькая получилась. Просто прелесть. Ростом она выходит 9 сантиметров. А вязала ее по мастер-классу от Даши из канала «Все вязано». У нее есть бесплатный мастер-класс на зверят. В этом мастер-классе есть зайчик, мишка и котик. Также у Даши есть дополнение на эти мастер-классы, там на других животных. Ну, а я просто связала коалу. Получается, тело все по мастер-классу. Единственное, ушки только связала отдельно и пришила. Получается, такие дольки. Вот такая милая коала получается. Связала таких 4. Глазки ставила 10 миллиметров. А вот эту вот, ну, это как глазик или тоже, ну, в общем, это вообще считается овальные глазки или носики. Я их покупала. Но я их ставлю вот как носики коалам. Такие прям лохматики. И вот последнее. Классный мастер-класс, универсальный, по нему можно связать что угодно. Вот даже, я помню, да, у нее есть и слоник, и капибара. Нужно попробовать, хочется мне попробовать связать еще капибару по такому мастер-классу. Очень они такие прикольные получаются, вот эти ножки, лапки. И прикольно то, что они сидят все, стоят на попе, сидят и позируют. Ушки вязала, просто набрала в кольцо амигуруми 5 полустолбиков с накидом, но не закрывала это кольцо, просто затянула, но не соединяла кольцо. То есть получилась долька. И дальше я присоединяю вот эту вот пушистую ниточку и соединительными столбиками, или можно не соединительными, а просто столбиками без накида, возвращаюсь назад, провязываю 5 столбиков без накида. И все, ушко готово. Осталось пришить.
пришиваю на уровне вот глазок и чуть-чуть выше на 2 ряда где-то глазок. А дальше тоже по мастер-классу у Даши, по этому же мастер-классу, но только я связала вот таких вот собачек, типа как мопсик, бульдог, наверное, мопсик. Хоть я не уверена. В общем, с такими вот, как веслоухими ушками. Наверное, это мопсик, я думаю. Вот. Таких собачек маленьких. Я, кстати, думала, что в прошлом видео, когда я показывала такую собачку, я говорила, что у Даши есть мастер-класс на бульдога. Тоже вот малыш-зверенок, бульдог. Я думала, эти мастер-классы похожи. Ну, то есть как... Но там чуть-чуть все-таки по-другому. Получается, у меня в голове наряд меньше и чуть-чуть, вот с мордочкой чуть-чуть по-другому. Вот. Потому он, мне кажется, чуть меньше получается. И у Даши там ушки по-другому вяжутся. А у меня, получается, он цельно вязаный. То есть без вывязываний дополнительно ушек. Вот. Получается, связала. Сразу во время вязания ушки и носик поставила. Наполнила, закрыла кольцо амигуруми, сделала утяжку, все. И ошейник с косточкой. Тут у этого такой красненький, кстати, хвостик тоже есть. Куда же без него? И все они одинаковые, только разные вот разные ошейники. А глазки ставила глиттерные 12 миллиметров. Вот такие вот с коричневой блестящей радужкой. И вот два, ну, просто с разными ошейниками. Такие, они мне чуть-чуть напоминают, как, не знаю, мыльные пузырьки. Такие вот шарик, 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 как из мыльных пузырьков делают, или из шариков делают вот этих собачек, скручивают, скручивают. Там шарик, вот примерно, наверное, похоже. Но мне нравятся они миленькие все равно. Вот эти щекастенькие, как и все зверята. Тоже ростом получается, наверное, примерно 9 сантиметров. Да, 9 сантиметров. Как и коала. Так что ж, я оставлю ссылку на основу, получается, мастер-класса. У Даши есть и на ютубе, и в текстовом формате, и на всех, наверное, ее площадках есть этот мастер-класс бесплатный. Проходите, вяжите, можно связать кого угодно. И попросили меня связать вот таких вот заюшек. Это зайка Джуди. Связано тоже по бесплатному мастер-классу на YouTube. Мастер-класс от автора Green Frog, но там вроде бы есть автоперевод, автодубляж на русском, если не ошибаюсь. Вроде бы есть. Ну, там все понятно, очень легко вяжется, классные зайки получаются. Люблю их вязать, но, конечно, лисички мне больше нравятся из этой серии. Это, получается, зайка Джуди из вот этого мультика, который недавно вышел. Вот. Вот такая вторая. Просто у всех у них разные глазки-кабошончики. У кого-то более розовые, у кого-то более сиреневые, у кого-то сиренево-синие. Вот такой. Тоже похоже с этими глазками. Ну, вот такая. Тут уже более голубые глазки. И вот такая вот. Прям с такими сиреневыми глазками. Милашка. Получается совсем небольшие. Ростом они выходят около 7,5 сантиметров. 7-8 сантиметров без ушек. Ну, с ушками, не знаю, нужно ли мерить с ушками или нет. С ушками 10,5 сантиметров. А носик тут 7 на 8 миллиметров розовый. Вот такие красотки получаются. Получается, сама игрушка
цельновязаная, но ушки потом вывязываются. Или можно связать их отдельно и пришить. 5 заек. И, конечно же, ее напарник. Вот этот лисенок Ник. Ее друг и напарник по приключениям. Вот лисенок мне больше нравится, чем зайка, хоть они как в пару к друг другу подходят. Ну, не знаю, вот лисенок, мне кажется, милее смотрится. И он такой прям малыш-малыш, такой, как чиби-версия лисенка. И тоже у них тоже глазки разные, кабошончики такие. Вот, тут более зеленые. Ну, старалась все глазки зеленые подбирать, так как у него зеленые глазки. А у Джуди такие сиренево-синие, розовые. Вот такие цвета именно у глазок у нее. Вообще в мультике вроде бы сиреневые. Ну, а у него зеленые вроде бы, если не ошибаюсь. Вот он в таком костюмчике. Штаны, кофточка и последний. Вот, 9,5, да? Лисенок 9,5, 9 сантиметров. Вот, вот эту вот часть я вязала именно из молочной ниточки. И вот у нее тоже из молочной ниточки, чтобы они смотрелись так нежнее. И вот такая парочка. Вот такая парочка. Проходите, вяжите. Очень классно получается. Также их можно связать не только как бы в костюмчиках, в таком образе, а можно связать просто как обычного зайчика или обычного лисенка, или связать его в другом костюме, в каком вам нравится. Не обязательно ориентироваться на этот мультик. Просто пока он популярен, можно попробовать ввести это в продажу. А дальше уже смотреть по обстоятельствам. Как я и обещала в начале, делюсь с нашими новостями по поводу котика. Съездили мы к кардиологу в Харьков, сделали УЗИ сердца, измерили давление там и выявили, что есть все-таки проблемы с сердечком. И то, что он гипертоник, у него повышенное давление. Еще врач нам порекомендовал сделать рентген легких, но там вроде бы все нормально. Но теперь мы лечим повышенное давление таблетками и поедем на повторный прием к кардиологу через 10 дней. Получается, нам там нужно будет сделать другое УЗИ, еще раз проверить давление и сдать анализы. Меня это, конечно, расстраивает, так как первостепенная проблема у нас была с зубками. И с каждым днем ситуация становится все хуже. Хоть я и мажу зубки мазью, но это не особо помогает. Но сейчас нам нужно подлечить сердечко, потому что наркоз при повышенном давлении делать нельзя. Вот такие у нас дела. Буду рассказывать вам периодически, как проходит лечение. Спасибо вам за небезразличие. Или ты спишь? Уже хоть машина ездит, хорошо, но все равно спит. Устал уже. И хочу поделиться своими покупками. Вот, наконец-таки заказала я себе вот такой декор для морских каких-нибудь жителей. Там крабики, всякие тут морские коньки, звездочки, ракушки и все такое. Смотрится нежно, вот не знаю еще, как будут они смотреться на игрушке, если у меня тут пончик только рядом. Вот. Ну, то есть оно будет как бы блестеть, но не сильно виднеться. Не сильно привлекать и отвлекать на себя внимание.
Потому я не уверена в таком варианте. Как бы мне нравится, как они выглядят, но мне бы хотелось, чтобы было какое-то более яркое. Хоть они сами по себе такие красивые, перламутровые, прикольно смотрятся. Вот если бы на ногтях, они, правда, смотрелись классно. А на игрушки, возможно, нужно подобрать какой-то цвет такой, где они будут сиять. Тут их, кстати, очень мало. Что-то 30 или сколько штук? 30, 50 штук. Вот, заказывала на Али. Если вдруг кому-то нужна ссылка, я скину. Но мне кажется, можно найти и лучшие варианты. Я просто видела, там еще звездочки продают, просто отдельно звездочки, и все-таки мне хочется их попробовать заказать, просто разноцветные морские звезды, и их попробовать использовать. Также заказала вот такие вот цветочки. Конечно, на картинке на сайте они были более, как бы побольше чуть-чуть смотрелись, но ничего. И такие пойдут. Вообще цветочки красивые, такие детализированные. Ну вот, посмотрите, они вот настолько манюсенькие, да? Около сантиметра получается. Да, сантиметр... 1 сантиметр, 1 миллиметр. В общем, 11 миллиметров где-то. Хотелось бы чуть-чуть побольше, но ничего. Такой вариант тоже найдет свое применение. И тем более мне нравится, что вот тут и желтый, и белый вариант. Желтые чуть-чуть мне как подсолнухи или что-то такое напоминают. А белые как ромашки. Ну, в общем, посмотрим. Тоже заказывала на Али. Вот тут вроде бы 50 штук их. И вот такие вот стразинки. Уже не первый раз их заказываю. У меня закончились именно 10 миллиметров. Тут идет, получается, набор из разных цветов. Вот. Мне нравится их использовать вот как декор на какую-то одежду, бантики там, или платьице, или как на пуговичку, как бы пуговичку задекорировать. Но я видела, что девочки используют их в виде глазок. Но как бы у меня трудность заключается в том, что вот эту зеркальную поверхность, которая серая, она получается, это как напыление, как я понимаю. И при контакте с клеем, суперклеем, момент клеем или кристаллом, ну, может быть, у меня, конечно, такой клей, но вот эта вот часть трескается и как бы стирается. Потому уже глазик вот тут имеет не такой вид, а как бы не такой зеркальный он получается. Потому я боялась их использовать на глазки, но, возможно, можно придумать какой-то другой вариант, как их безопасно можно использовать в качестве глазок. Или, может быть, это будет как изюминка, вот это вот как потресканная. Смотря в каких игрушках, кстати, видела на канале у одной девушки, что она использует, да, на игрушке вот такие вот глазки, но на игрушки, которые трендовые сейчас, а вот эти в стиле панк, гламурный панк или что-то типа такого. И вот зайчики, знаете, вот зайчики, котики или еще кто-то вот с такими глазками, там с булавками, с заплатками. Вот там, кстати, уместно смотрятся такие глазки, даже когда они потресканы, так как они, получается, идут под стиль такой игрушки, так как она такая, как будто ретро, или как это назвать. На этом все. Спасибо вам, что посмотрели, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Буду рада вашим комментариям, вашей обратной связи. И спасибо вам за добрые слова, за ваши советы и за то, что вы есть. Всего хорошего, до свидания, до новых видео.